Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Юрием Дудкиным. Он на связи. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Рад видеть. Взаимно. Юрий Анатольевич, начать хочу с экстраординарной ситуации, которая случилась в Украине. Значит, опять-таки, по состоянию на момент нашего разговора, неподтвержденная информация, но в принципе логичная. Да? Значит, энергоблоки Ровенской и Южноукраинской АЭС понижена мощность, как бы выведены они, сейчас там несколько часов нужно, сообщает Шмыгаль. Он вообще как бы другие причины вырисовывает о том, что там ветка из Западной Украины в центральную, технологическая проблема, и Румыния, Молдова, тоже запитка. В общем, какая-то страшная ситуация. С энергетикой отключения света возвращаются, и это все происходит на фоне вот этого перемирия энергетического. Причем все отмечают и заявляют, что нетипично для Украины. Давайте откровенным будем. Даже если какая-то происходит ситуация, всегда обвинения в сторону России направляются. Вот русские виноваты, это все они, это... Даже никто не говорит о том, что до этого отработка по энергообъектам, до перемирия, привела к этой аварии. Наоборот, там, а кибератака? Нет. Россияне не кибератаковали. И что-то еще? Нет. То есть, представляете, как действует слово «пожалуйста» от Дональда Трампа, который созвонился с Путиным и как бы взял на себя все и выгоды, и последствия негативные от энергетического перемирия, сроки которого до сих пор точно не ясны. Зеленский говорит о 7 днях, Песков говорит о том, что это на период переговоров, то есть до 1 числа, переговоры 1-2, может быть, продлится эти неудары по энергетике. Но тем не менее, очень важный момент, который создает определенный фон. Песков выражается благоприятный фон. Как оцените эти события и что думаете насчет вот таких решений? Да? Некоторые уже четко окрестили это жест доброй воли России. Примерно такой же благоприятный фон пытались создать, когда перед первым Стамбулом уходили из Киевской области. Ну, что вам сказать? Сегодня я также послушал еще и выступление главы комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству господина Нагорняка, народного депутата, который, ну, как бы специалист в этой сфере. Он действительно долгое время работал в ТЭК. И он говорит, что для того, чтобы перезапустить энергетику, ну, хотя бы какую-то часть ее на территории Украины, необходимо от 24 до 36 часов. Я вам скажу, почему он это сказал. На сегодняшний день практически все военное производство на Украине остановлено из-за дефицита электроэнергии. Даже ту часть электроэнергии, которую Украина получала из Венгрии, на сегодняшний день нельзя доставить в те регионы, в частности даже в Киев, из-за разрушения энергетических систем, которые позволяли бы это сделать. Поэтому Нагорняк, да, говорит, что действительно нам это перемирие энергетическое необходимо в первую очередь с точки зрения возобновления военного производства. Ну, он конкретно не говорит о военном производстве. Вот. Все же маскирует под гражданские нужды, это понятно. А что касается атомных электростанций, то большинство энергоблоков вообще остановлено, это де-факто. А вот те энергоблоки, о которых вы упомянули, они, да, на пониженный режим, потому как действительно проблема даже, если у тебя есть атомные реакторы, которые могли бы воспроизводить электроэнергию, ее необходимо вовремя сбрасывать. Соответствующие накопительные установки, которые накапливают эту энергию и отдают, они на сегодняшний день также повреждены. Поэтому нужно вот хотя бы, я говорю, сутки-двое для того, чтобы маломальски запустить какое-то минимальное количество
энергоресурсов для того, чтобы удовлетворить какие-то минимальные потребности. Речь сегодня не идет даже о том, чтобы восстановить за несколько дней полностью энергоснабжение по всей Украине. Это исключено. Значит, даже если чиновники не соглашаются на сегодняшний день, киевские чиновники, что на Украине сегодня полный коллапс в этой сфере, а это действительно так, то ну, пусть это будет на их совести, но это не умаляет их ответственности, как вы правильно заметили, за то, что четвертый год войны, а они, ну, как-то, знаете, так легковесно к этому подходили. Вот я, вот опять же, это еще с 2004 года, вот эта тенденция о том, что кто-то нам даст, кто-то нам поможет, где-то мы ущипнем, где-то мы украдем, где-то мы проскочим. Ну, не проскочили, видите, вот ну никак не проскочим. Потому что не умеем думать, не умеем работать, не умеем загодя предугадать то, что может быть. Связавшись в военном отношении, ввязавшись, я бы так даже сказал, в войну с Россией, ядерной державой, ну, наверное, надо было бы подумать о том, а подождите, а каковы будут последствия? Вот всегда, когда человек, разумный человек, когда планирует что-то, неважно что, всегда нужно учитывать какие-то минусы. И как с этими минусами впоследствии можно будет бороться, и как можно будет потом перестраивать свою тактику и стратегию. На Украине я уже не беру высшее руководство, господи, там же сплошные дилетанты, там сплошные кликуши. Вот. Но те люди, которые занимались непосредственно, что называется, стояли с гаечным ключом и занимали ключевые посты в этой сфере, как они не могли до высшего руководства государства донести перспективы тех или иных последствий, которые могут быть. И меры, главные меры по устранению этих проблем, которые возникнут в соприкосновении, в военном соприкосновении с таким ядерным государством, как Российская Федерация, и, что самое главное, технологически успешным государством. Потому как на сегодняшний день действительно те средства поражения, которые использует Российская Федерация, на Украине в принципе быть не могут. Они не то что 30 лет не разрабатывались, они даже не имеют, Украина не имеет поставок такого оружия из-за рубежа, как это было ранее обещано. Нанесение ответных ударов по России. Ну да, есть там в каком-то Брянском, Курском и других приграничьях, Ростовском, какие-то отдельные случаи поражения в нефтегазовой сфере Российской Федерации и так далее. Но это все носит такой, знаете, минимальный, локальный характер. Ведь ответного удара Украина не способна нанести Российской Федерации, ощутимого удара. Это уже ясно. И на фоне вот тех переговоров, опять же, о которых вы упомянули, ну, вы знаете, мне приходит на ум цитата Савелия Крамарова из одного очень известного советского фильма, кинокомедии. «Кино не будет, электричество кончилось». Вот это в прямом и в переносном смысле. Завтра действительно там, может быть, и будет какая-то встреча. Я, кстати, очень сомневаюсь, потому что дух этих переговоров, он уже понятен. Но в последнее время мы употребляем очень часто слово это дух, вот этот дух Анкориджа, там, дух еще чего-то. Вот эти все переговоры, да, разговоры, сделки, пересиделки, это все уже, это не дух, а душок такой, знаете, он дурно пахнет. Особенно с украинской стороны. Когда Зеленский, он берет очень такой, знаете, негативный трамповский прием. То есть говорит утром одно, вечером другое. Ну, понятное дело, что Европа ему за мир платить не будет. Зеленскому я имею в виду. Трамп уже скоро вообще платить не будет.
Вот если эти переговоры в Абу-Даби или там где-то еще, сегодня Дмитриев улетел во Флориду, правильно, вот, и там сегодня будет контактировать с американцами по поводу того, что же все-таки обсуждать на этих переговорах конкретно. Вот. Россия в первую очередь настаивает на том, это такой минимум российский, о выведении украинских войск с территории Донбасса. Вот. Полное выведение оттуда украинских войск. На что Зеленский, ну, просто таки в хамской такой, знаете, манере, вот этим с душком таким, наглости такой, заявляет по-прежнему, что то он согласен, или как бы не то чтобы согласен, а сподвигает Запад к тому, что мы готовы идти на компромиссы, а на другой день, конечно, еще раз говорю, в хамской манере, с оскорблениями заявляет о том, что никаких компромиссов не будет. Ну что ж, ситуация по-прежнему украинская патовая, она находится в глубочайшем тупике. На что надеется Зеленский, мне даже трудно представить, потому как, опять же, вся вот эта катавасия и полный, я еще раз говорю, коллапс с энергетикой на Украине, она говорит о том, что у Украины очень слабые перспективы. Мы же у костра не будем сегодня рогатки делать, правильно, да? Я имею в виду Украину. Для того, чтобы противостоять, как говорят украинские СМИ, врагу, то необходим надежный тыл. Ну, это понятно. А потом мне напоминает вся эта история, да, эти бравурные заявления ежедневные Зеленского в его видосиках о том, что до перемоги мы будем дальше воевать, никаких компромиссов. Но это Геббель 43-го года. Вот стопудово, понимаете? А он тоже, когда Гитлер планировал третью летнюю кампанию 1943 года под Курском, где, проведя тотальную мобилизацию, тотальную по всей Германии, было мобилизовано до 9 миллионов человек в вермахт, и уже, так сказать, Германия была накачана всем необходимым. Геббельс там просто исходил, ну, будем так говорить, выше своих всех возможностей, пропагандируя эту третью летнюю кампанию о том, что русская армия будет разгромлена. На сегодня, когда слушаешь Зеленского, у которого нет ничего абсолютно, полный провал с мобилизацией, катастрофический дефицит личного состава в вооруженных силах Украины, экономики нет, она разрушена, энергетики нет, то есть нет ничего. А он говорит, уверяет украинцев, своих граждан, ну, хунта есть хунта. Вот она только лишь держится на том, что умеет красиво вопить. Вот вопли эти его о том, что мы все равно будем побеждать, что Украина способна сопротивляться. Кем? Чем? Ты, что ли, будешь лично сопротивляться? И как? Ну, просто повергает меня в дикий ужас. Юрий Анатольевич, эта ситуация с энергетикой и то, что вы описали, как фон для переговоров. Да, Дмитриев сегодня в Майами. Завтра, если ничего не сорвется, мы не знаем до конца всех планов. Эти переговоры в Абу-Даби. Фронт задышал. Он и дышал до этого. Просто я заметил, и вы, наверное, тоже заметили, определенный перекос. Нам не рассказывают с украинской стороны о событиях на фронте. Значит, сегодня Юлиан Рёбке просто, скажем так, сенсацию выдал в эфир. Захвачено, ну, то есть взято под контроль. Туда зашли российские войска. Терновато. Это Запорожская область. Минобороны России сообщает о 2 населенных пунктах в Запорожской области и в Донецкой области, которые как бы взяли солдаты России. Но это не находит никакого отклика.
Более того, все, и, ну, это видно, да, то есть очень ярко обсуждают, например, события начала недели примерно, да, когда выходит Герасимов и говорит: Купянск-Узловой взят, Купянск-Узловой теперь под Россией, но потом через 2 суток записывает там какой-то военный: смотрите, я без бронежилета, вот этот центр Купянска-Узлового, то есть оттуда записываются и как бы тиражируются видосы. Это, понятное дело, опровергается. Как вы оцениваете фронт на фоне этих переговоров? Если у переговоров душок, то чем пахнет на фронте? На фронте всегда пахнет порохом. Всегда. И кроме разговоров, там еще идут активные боевые действия. Вы правильно сказали, что после Рождества, на Рождество было такое правильно небольшое затишье. Российские войска здорово активизировались. Очень здорово. Я адресую вас и наших зрителей, слушателей ко вчерашнему заявлению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Оно очень резкое, и я думаю, что оно сделано как раз не в пику Владимиру Путину. Ведь в России, все прекрасно понимают, власть очень централизована. Центр власти – это Кремль. И это никаких сомнений не вызывает. Это нормально для такой большой страны, как Россия. Но я думаю, заявление Вячеслава Володина о том, что пора России применять оружие возмездия на фронте, и не только по линии сопротивления, по линии фронта, но и по важным стратегическим объектам Украины, говорит о том, что это заявление Володина было согласовано с президентом России ввиду того, что, ну, чтобы показать, что как представители народа, депутаты Государственной Думы, все-таки хотят дальнейшей активизации, более быстрого продвижения фронта на Запад. Это, кстати, то, о чем я говорил и ранее, в принципе. То есть, рано или поздно мы услышим какие-то ключевые названия населенных пунктов Украины, ну, таких, как, например, в годы войны Ельня, когда началась контрнаступательная операция под Москвой Красной Армии, как Прохоровка в 1943 году, ну и так далее. Но пока что, да, идет занятие таких небольших населенных пунктов, в частности, на запорожском направлении. Вот, кстати, Рёбки, да, по этому поводу действительно высказался очень определенно. У него, кстати, появились много недоброжелателей среди немецких корреспондентов, которые работают, в частности, в Москве, аккредитованы в Москве. Вот, между прочим, да, вражеские СМИ там имеют полную свободу слова. Их никто не запирает, их никто не закрывает. Их никто не депортирует. Они очень свободно себя ведут и работают в Москве. Я подчеркиваю. И не только немецкие корреспонденты. Британские, тут те же самые, тот же с BBC Розенфельд, он работает в Москве. И ему никто не запрещает, не затыкает рот. Он говорит абсолютно свободно и участвует во всех брифингах российского президента. Его приглашают на эти брифинги. Кто приглашает с украинской стороны кого-то? Скажем, российских корреспондентов. Давно уже никто. Еще с порошенковских времен. Понимаете? А может быть, даже еще раньше. Поэтому, вот возвращаясь к фронту, да, я смогу сказать, что, ну, такое у меня есть чувство, что Запорожье, до которого осталось, ну, по разным данным, 10-12 километров российской армии, где-то уже к лету всего года будет взято в полукольцо. То есть, на севере Запорожской области идут активные боевые действия. На севере Запорожья самого. Причем они активизировались... На юге, наверное. Простите, на юге, да, на юге. Извините, оговорился.
И они активизировались ввиду того, что российская армия на сегодняшний день меняет тактику. Она меняет ее практически ежедневно. То есть для того, чтобы враг не привыкал. Это естественно. Это прописные истины военной науки. Боевые действия, тактику, стратегию нужно совершенствовать ежедневно. И тогда будет тот фактор внезапности, о котором мечтает каждый полководец. Я имею в виду наступающей стороны. Вот. Есть ли такие полководцы в украинской армии? Я уже не знаю, я иссяк в своем юморе, да, и в своем сарказме, когда наблюдаю за действиями отдельных военных высшего командного звена украинских вооруженных сил. То есть там такие ляпы в их действиях. Вот этот Тришкин кафтан, как я его называю, фронт украинский, да, он на сегодняшний день весь в дырах. Абсолютно. Вот они снимают одно боевое подразделение, где наоборот нужно было удерживать хотя бы какой-то из участков. Ну, я понимаю прекрасно их, что дефицит личного состава не позволяет рассчитывать на то, чтобы удерживать какие-то конкретные позиции, опорные пункты длительное время. Потому как действительно у российских вооруженных сил и оружие совершеннее, и та же дроновая война ведется гораздо эффективнее. Вот. Я где-то вот буквально недавно читал, что среди производства беспилотных летательных аппаратов в Российской Федерации существует более 200 типов этих летательных аппаратов. 200 видов, понимаете? То есть спектр колоссальный работы в этом направлении. Имеет ли такие возможности производства беспилотников в ведении бесконтактной войны Украина? У меня большие сомнения. А еще при нехватке энергетических ресурсов. Но это, в принципе, сведено к нулю. То есть на сегодня, вот когда я слышу, там у Порошенко залетел на его фабрику «Рошен» в Киеве беспилотный летательный аппарат, кстати, там были и жертвы, повредили цех, где, кстати, краили и собирали эти беспилотники. Он же часто хвастался, господин Порошенко, сам виноват, не надо было хвастаться, что он является одним из производителей вот этих беспилотных систем для украинской армии. Ну вот, как говорится, ответочка прилетела. И в конце концов, все идет к тому, что, опять же, не хочу повторяться, события и нынешней ночи, кстати, такое событие печальное было, особенно в на Краматорском славянском направлении. Там тоже были большие потери со стороны ВСУ, так как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, если Украина не будет идти на компромисс и вести переговоры о том, чтобы за какой-то период времени вывести свои войска с территории Донбасса, то эти части ДНР будут освобождены военным путем. Что, собственно говоря, и происходит. По поводу личного состава приводят, собственно, слова Зеленского, сказанные в одном из интервью, вот этих свежих интервью. Прямая цитата. Значит, ребята, которые сбежали из страны, могли бы вернуться и помочь тем, кто на фронте. Говорят, что того, кто сбежал, надо забрать и отправить на фронт. Надо спросить того парня, который на фронте, сможет ли он доверять такому человеку. По-военному, по-солдатски прокомментируйте этот очередной выплеск испражнения сознания Зеленского. Вы очень дипломатичны, Александр. И сдержаны в своих выражениях. Да, действительно, будем так говорить, выплеск массы этой каловой Зеленского говорит как раз о том, что не существует у украинских военных мотивации к тому, чтобы продолжать эту войну. Вот это слово, да, современное, мотивация. А если брать на старый манер,
Это называется моральный дух. Опять же, слово «дух» здесь присутствует, да? Вот действительно, потому что у каждого человека есть душа, и от этого, конечно, зависит и его мотивация в участии в той или иной войне. Но если у украинского народа этот дух уже иссяк, вот какая разница? Вот вы же прекрасно помните, Александр, была у военнослужащих Украины в начале 2022 года. Вот. Там действительно были и очереди в военкоматы, да, потому как на волне вот этого вторжения российских войск на территорию Украины духоподъемные велись речи о том, что мы защищаем свою родину. А что же сегодня произошло за эти 3,5 года? Что изменилось в сознании украинского народа и, в частности, его мужского населения, которое отлавливают на улицах Украины как скот? Причем, что интересно, если кто-то из тех, кого назначили мобилизовать и заметили на улице, и догоняют, его пытаются избить вначале, а потом уже запихнуть в этот бус. То есть цель стоит избить этого военнослужащего будущего. То какая мотивация может быть в военной службе для каждого гражданина Украины? Ну, я много общался даже с теми лицами, которые уехали сюда, в Европу, где я нахожусь. Но они говорят, там действительно что-то страшное творится. Мало того, что на войне тебя в любой момент могут убить, жизнь украинского военного на отдельных участках фронта, новобранца, я имею в виду, новобранца, который всего там 2 недели проучился в учебном отряде, от 2 до 3 суток. Жизнь украинского военного. От 2 до 3 суток. А нас, мало того, что мы еще даже не доехали до фронта, уже хотят убить в ТЦК. То какой же смысл служить? Где вот это рациональное зерно в этом выплеске каловых масс у президента, так называемого, пересидента Украины, который мнит себя вождем нации? Где же это рациональное зерно? Ты либо меняй идеологию войны, а это сложно, для этого нужно иметь голову, образование соответствующее и, ну, хотя бы какую-то маломальски эрудицию для того, чтобы поменять идеологию ведения войны с ядерным государством. Стороне, которая беспомощна вообще и зависит от помощи Запада. Либо уйди, вообще уйди. Но он уйти не может, он на крючке сидит. И вряд ли, даже если бы он очень захотел, да, ему это удастся. Точно так же, как его клевретам. Всем этим Арахамиям, Ермакам, который по-прежнему в обойме, вы не переживайте за него. Вот. Как ему быть в этом случае, я даже подсказать не могу. Но на данный момент, ну, в армии Украины, вы знаете, как говорил, да, Лев Троцкий, разброд и шатание. Разброд и шатание. Полное непонимание того, ну, я не имею в виду всех 100%. Там есть, конечно, совершенно отмороженные нацисты, такие как, например, азовцы и другие, которые, ну, будем так говорить, заточены на то, чтобы убивать русню, как они говорят, в любом ее виде, в любом количестве. Вот. Но основная мотивация в основной массе украинских военных, особенно рядового состава, она отсутствует. Вот посмотрите, что творится на передовой. Там нет вообще офицерского состава. Там сержантский и рядовой состав. Вот это даже в этом этот верховный главнокомандующий украинских войск, так называемый верховный главнокомандующий, он даже это он не придает этому значения. А ведь это важно. Если ты хочешь вести контрнаступательные действия какие-то, то отдай соответствующее распоряжение своим старшим командирам. Где их место?
Что-то надо менять. Я так просто, я не советую, я категорически, так сказать, в этом плане противник того, что вытворяет господин Зеленский. Вот. Но успех ВСУ, если кто-то его предсказывает, ну, этот успех может предсказывать либо человек умалишенный, либо вообще дилетант. Он не понимает, о чем он говорит. Впрочем, как и сам Зеленский. Удары во время перемирия были логистические. Железная дорога сообщает о том, что в Днепре были атакованы, да, в других районах именно их сеть. Плюс очень и очень с точки зрения военной аналитики выглядит примечательно перерезание артерий логистики. Дроны, на которых размещен Starlink компании Илона Маска, российские дроны, Молния, тип Герани, тип других дронов, они бьют на 50 километров вдаль от линии фронта. Это, собственно, трасса, да, которая в Донецкую область показала всем, да, что это возможно. Причем четко на управлении, на пульте управления. То есть сидит человек, он видит, куда он бьет. И поэтому он бьет по машинам, грузовым, легковым, военного толка. И поэтому, это такая очень примечательная страница этой войны. То есть за 50 километров до линии фронта уже становится опасно. Запорожье, которое вы упомянули, бьют из РСЗО. То есть мы видим вот эти радиусы от линии фронта, как, знаете, бросаешь камешек в воду, да, и расходятся вот эти круги. Они расходятся еще дальше. Что это означает с военной точки зрения? Как вы оцениваете дискуссию между Федоровым и Маском? Да? Она там имела публичный характер. До этого там Сикорский решил поумничать, тут его очень резко осек. Как запретить, как закрыть Starlink над Украиной, чтобы российские войска не имели к нему доступ, а украинские продолжали иметь, это такая загадка. Но Федоров говорит, мы предложили Илону Маску, а тот написал спасибо большое. Но с точки зрения войны это ведь многое меняет. Что мы увидим после, да, вот этих ударов? Рябь по воде пойдет дальше? Или мы поймем, что, давайте так, теперь военные машины перебазируются в гражданские фуры, теперь военная, скажем, да, будет теперь еще больше загнано в гражданские объекты, и еще больше у нас будет попаданий по тем или иным машинам, фурам, местам, и криков о том, что смотрите, какие звери русские бьют по гражданским, хотя, там военный объект, например. Во-первых, это своего рода тоже новация. Я имею в виду бить по логистике. В принципе, на месте россиян это надо было делать еще раньше. Вот. Не было бы этих так называемых гостей с Запада, особенно которые передвигаются по железной дороге. Да, вы правы, действительно, на сегодняшний день уже бьют и по фурам, но не по всем подряд, уверяю вас. Эти удары по автомобилям, которые перевозят большие грузы, эти удары направлены прежде всего той разведкой, которая ведется на территории Украины и за рубежом в том числе. Российская разведка в этом плане проводит довольно эффективную работу и выявляет те грузы, которые являются военными, а не сугубо гражданскими, там, продовольственными и другими. То есть бьют по фурам с оружием, ни больше, ни меньше. Теперь, что касается Старлинков и так далее. Маск действительно уже ответил этому неучу Федорову, да, что он не собирается отключать
в том или ином регионе Украины Starlink, потому что это сугубо гражданская связь. Да, ее можно использовать в военных целях, но ее может использовать любой. И враг, и недруг, и свой, как говорится. А кодированием заниматься этой связи Маск не хочет переводить ее в военную связь. Это уже будет совершенно другая сфера. Это нужно будет производить определенные затраты на эти разработки. Вот. Ну, там есть целый ряд, как говорится, причин, по которым владелец и хозяин того, что он предоставляет Украине, а поляки за это платят, вот, не хочет действовать в ритме и в русле этих подсказок Федорова. Вот. И потом я вам скажу так, использование старлинков россиянами, это было сделано в качестве эксперимента. Это не имеет, так сказать, какой-то системный характер. У россиян достаточно своей космической связи, которая работает очень эффективно, в том числе и в работе с беспилотными летательными аппаратами различных классов. Я уже сказал выше о том, что они с каждым, не то что годом, каждым месяцем совершенствуются и имеют очень много классов и типов. Поэтому здесь поле деятельности у россиян огромное. Вот. Есть уже целые таланты, молодые таланты. Кстати, созданные недавно войска специальных беспилотных летательных аппаратов в Российской Федерации, куда добровольцами идут служить молодые парни от 18 лет даже. Вот. Как раз говорит о том, что этот род войск на ближайшую перспективу будет очень популярным. И мало того, что они идут туда служить по контракту, не по призыву, вот, эти молодые люди получают колоссальный навык в свое развитие с точки зрения даже научной, технического развития. И это довольно перспективная сфера на сегодняшний день в России. У Украины тоже существует, как бы создали, да, конечно, войска, беспилотные войска, но, скажем так, опять же, все упирается в кадры. Ведь на сегодня практически вся молодежь, да, она отстранена от военной сферы. Кто чем занимается и кто куда уехал, сейчас даже трудно отследить. Колоссальное количество, ну, по некоторым данным, 600 тысяч. Украинцы говорят, украинские СМИ, что это 200 тысяч. Уехали вообще за кордон, когда возникло вот это окно для молодежи от 18 до 22 лет. И в этом плане тоже существуют определенные потери Украины. Как развивать в дальнейшем, в том числе, кстати, и военную науку, и в том числе в этой сфере. А ведь действительно это нечто новое. Мы же в 22 году, когда началась специальная военная операция, на Украине даже и не подозревали о том, что будет в ближайшие 2-3 года. И как это направление с беспилотной авиацией будет развиваться, какими темпами. А оно развивается галопирующими темпами. На сегодняшний день настолько сейчас конструируются и применяются уже умные беспилотные летательные аппараты, что противная сторона задумывается о том, а как выстраивать беспилотную вот эту борьбу с ними. В Российской Федерации, кстати, есть уже конкретные разработки, и они даже применяются на фронте против беспилотных летательных аппаратов. А уже введенная, так сказать, в практику работа беспилотных летательных аппаратов на оптоволокне, где у каждого беспилотника подобного типа на 20 километров катушка оптоволокна, вот этого кабеля микроскопического с толщиной с волос. И действительно, они, как вы правильно заметили, являются дальнобойными. Их ни одно средство РЭБ не берет, потому что сигнал и
системы управления как раз основаны на том, чтобы управлять этим беспилотником через через этот провод. И здесь радиоэлектронная борьба становится беспомощной. Поэтому, еще раз говорю, научно-техническая революция в этой области идет, как говорят, раньше говорили, семимильными шагами. Украинские перспективы в этой области, какими просьбами не умоляли там, опять же, опять, просят Маска. Они... А почему вы свою связь такую не разработали за 30 лет? За 30 лет ни одного самолета не произвели, ни одного своего танка не произвели. Я имею в виду, ни одного, я не беру поштучно. Серию не запустили, вот о чем я говорю. Вы же помните эту смешную эпопею с концерном Антонов? 2 самолета сделали, транспортника, Ан-148 там и еще какой-то, Ан-70, по-моему. И таскали эти 2 самолетика на все выставки. И Зеленский когда-то проводил пресс-конференцию в Антонове. Да. Десятилетиями таскали эти 2 самолетика, замазывая глаза мировой общественности, что Украина – это авиапроизводящая держава. Ни одного корабля не построили, среднего класса хотя бы, рассчитывая на вот эти резиновые лодки британские. О чем мы можем сегодня говорить? О каком превосходстве в вооружениях? Все, опять же, вся надежда на дядю. Ребята, вы либо очнитесь, либо уйдите, я еще раз говорю, любыми способами. Либо из жизни уйдите, либо вообще уйдите куда-нибудь туда, на Коморские острова. Денег у вас достаточно. По поводу островов, очень примечательно сейчас разгорается история в медиа по поводу новых файлов Эпштейна. Там, опять-таки, там есть высказывания Трампа, такие нехорошие по отношению к детям, педофильские, вот такие высказывания. Там история в том, что... Саша, извините, перебью. 3 миллиона страниц опубликовал Минюст. Вы себе можете представить, что там описано? На 3 миллионах страниц. Да. Это, я не знаю, ни один писатель в мире такой роман не писал. То есть, понимаете, и об этих там высказываниях, конкретно о которых там идет речь, и все о них знали, поэтому там они непроверяемы, поэтому ФБР не стало в свое время открывать дело против Трампа, то есть проверить невозможно, но просто идет как информационный такой посыл. Илон Маск, который, кстати, мы его только что обсудили, тоже намеревался там побывать, но вроде как не доехал. Скандал жуткий на самом деле. Билл Гейтс еще там тоже фигурирует. Гейтс и все, как так помните, переполошились. А что ж такое? Там принца Эндрю решили титула. То есть очень серьезный удар по Британии, по монархии. Там и фотографии есть, и все остальное. Он сам отказался от титула. Да. Вынудили. Вынудили, да. Понятное дело. Тут же понимаете, в чем дело? Мы сейчас, и многие, очень многие, я просто не знаю, как к этому относиться, как вы относитесь, интересно, говорят, что, например, война в Иране будет как бы прикрывать вот этот ужас на 3 миллионах страниц. Информационно, прежде всего. Но она должна же быть победоносной, она же должна быть какой-то аховской. То есть все должны ахнуть, как с Мадуро. Где Мадуро? Вот Мадуро. С Ираном так не получится. И все понимают, что может, конечно, получиться по-разному, но очень серьезные ресурсы Соединенные Штаты Америки должны вложить и приложить к тому, чтобы условно как-то победить или как-то, в общем, красиво сыграть с Ираном. Украина в этом вопросе выглядит тоже пострадавшей стороной, потому что Зеленский даже отмечал, переговоры могут не состояться, потому что Иран, представляете? И дело даже не только в переговорах и там в принимающей переговоры стороне Арабских Эмиратах. Дело еще и вот в этом ударе, например, по королевской семье, который произошел. А это же прямой удар по Британии, которая подшефная, или как мы подшефная, Украина подшефная британцам. Там даже министр по развитию этих колоний приезжает в офис президента на совещание. Ситуация в мире, напряженность вот эта геополитическая,
она не говорит, что войну будут заканчивать. Но все равно такие версии звучат. Э, Получится ли на этом этапе, как вы относитесь к формату «давайте повоюем с Ираном, чтобы прикрыть срам», да, и переключение внимания в другую плоскость, в сторону Ирана, как повлияет на события по переговорам и войне в Украине? Ну, в принципе, здесь ничего нового. Вчера, например, если уже говорить об Иране, Владимир Путин принимал в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Это очень серьезная фигура в Иране. И он не просто так приезжал в Москву. Действительно обговаривалась тема безопасности на данный момент и чем, как говорится, Россия может в этом плане поспособствовать. Ну, это так, если утрированно говорить по этому вопросу. Я думаю, что та поддержка и те договоренности, которые существуют между Россией и Ираном, это учитывают в Вашингтоне. Это учитывают. Поэтому не зря так долго думает Трамп о том, а он там уже стянул, он как каждый день расхваливает, какие силы он туда стянул, в Средиземноморье, поближе к Ирану, чтобы нанести окончательный и сокрушительный удар. Ну, естественно, главный повод – это ядерные разработки Ирана, от которых он не может отказаться. И не откажется, я уверяю вас. Вот. Это то же самое, как было когда-то с Северной Кореей, или, как я правильно люблю называть, эту страну Корейская Народно-Демократическая Республика. Ее также пытались душить. Помните, да, как Шариков говорил? Мы их душили, но никак не додушили. Вот и правильно сделали, потому как в этом плане Корейская Народно-Демократическая Республика выстояла и имеет свой ядерный щит для того, чтобы от таких, как Трамп и других американских ястребов защищаться. И не только от них. Так вот, почему я говорю, что нет ничего нового в тактике Соединенных Штатов? Как только возникает междоусобная борьба между двумя ведущими политическими партиями, которые только они диктуют условия для проведения выборов президента, Конгресса и так далее, как только возникают вот эти какие-то коллизии, всплывают какие-то компроматы, ведь то же самое возьмите по Обаме, который дважды, кстати, избирался президентом США. Долго точились слухи о том, я уже не беру Клинтона, там отдельный скандал, с этой Моникой Левински тоже. И тоже Клинтон всегда отвлекал внимание своей общественности американской от этих скандалов какими-то тайными военными операциями извне и победоносным шествием американской армии в том или ином регионе. Обама, конечно, тоже начал всю эту катавасию на Ближнем Востоке, сокрушил несколько режимов, а все дело в том, что ему вменяли в вину, что он не является коренным жителем США. И он не родился в Соединенных Штатах, а значит, не имеет права избираться президентом. И вот, чтобы уйти от этого, конечно, он применял вот эту тактику, отработанную годами, десятилетиями, отвлечения внимания своей общественности, американской в первую очередь, и мировой в том числе, от этих проблем, которые периодически возникают. У Трампа другая беда – любовь к девочкам. Ну, она была и есть, понимаете. Посмотрите на его окружение, на назначение на ключевые посты. Генерального прокурора, национальной разведки, национальной безопасности. Ну, Там одни дамы. глава ФРС. Да. Дамы, Мужчины. причем дамы, я вам скажу, ну, настолько привлекательные. Я сам не чувств любви к женщинам, да, и ценитель их красоты. Но там действительно все дамы подобраны не только по своим внешним данным, в первую очередь, сколько по своему образованию. Они очень умные женщины. И вот этот шлейф
Эпштейна, да, не дает, так сказать, Трампу покоя до сегодняшнего дня. Все, кому не лень, только ленивый, как говорится, не говорит о том, что Трамп принимал участие в этих оргиях в Мар-а-Лаго, да, и на острове Эпштейна. И поэтому для того, чтобы выбить из колеи всех противников Трампа, которые на сегодняшний день затеяли, и в том числе, кстати, так называемый Deep State, который в первую очередь заинтересован в том, чтобы объявить Трампу импичмент на вот этой почве. Хотя, в принципе, на сегодня я считаю это нереально. Действительно, доказательная база, есть много очень брызг вот этого шампанского, да, с этого Мар-а-Лаго, а на самом-то деле конкретных доказательств, лиц, которые могли бы под присягой свидетельствовать, что Трамп там кого-то насиловал, каких-то малолеток, вот, их действительно, ну, практически нет. Их нет. Вот, поэтому и Минюст, и органы правосудия говорят о том, что до каких-то конкретных доказательств участия Трампа в этих вечеринках, ну, участие это было, а в преступных действиях против малолеток на этих вечеринках не существует. Поэтому Трамп, значит, памятуя о своих, так сказать, предшественниках, ну и у него еще есть и масса других советников, прекрасно понимает, ему надо чем-то отличиться на внешнем фронте, на внешнем периметре. Вот поэтому, да, он затеял и с Мадуро эту катавасию. Он говорит о том, что Куба слаба, Куба беспомощна, там нет тоже экономики, там нет внешней торговли, она отсутствует. Казна пуста, но она представляет опасность для Соединенных Штатов. Так а в чем эта опасность? Там до минимума, он говорит, вот есть там такая база российская, была, Лурдес называется, это база разведки российских вооруженных сил, радиоэлектронной разведки. Вот, что, мол, все-таки у нас нет достаточных данных, возобновили россияне в Лурдес свою деятельность или нет. Вот из-за этой Лурдес он говорит, что нужно сокрушать и в дальнейшем Кубу. Он правильно заметили, нацелен сегодня на более крупного зверя, на Иран. Но там, как говорится, можно и зубки обломать. Я Да. уверяю вас, если у Ирана найдутся средства защиты и ударные средства, которые, ну, например, так, для того, чтобы осадить пыл американских военных и высшее руководство США, умеет потопить хотя бы авианосец, да, ну, к примеру, я вам скажу, пыл очень быстро уйдет на нет, моментально. Даю маленький пример. 1982 год. Фолклендский-Мальвинский конфликт. Помните, да? Если помните. Потому что это было давно, Саша. Так вот, война между Аргентиной и Великобританией в районе Мальвинских островов. Значит, долгий был спор, чьи они. Они находятся в Атлантическом океане у побережья Аргентины. Вот. Ну, британцы называют Фолклендские острова, аргентинцы – Мальвинские. Что сделали аргентинцы? Ну, туда был направлен британский флот, высажен десант, ну и так далее и тому подобное. Авиация очень британская активно действовала. Вот. Что сделали аргентинцы? Одним самолетом «Мираж» французского производства, кстати, который Аргентина долгое время закупала эти вооружения у Франции. И французской же бортовой ракетой «Воздух-Земля» «Экзоцет» потопили новейший британский эсминец «Шеффилд». Вот только несколько месяцев назад он был спущен на воду с британской верфи. Новейший ракетный эсминец «Шеффилд». Он тонул, правда, долго, в течение там 1,5 часов. Экипаж, там были минимальные жертвы. Но это произвело колоссальный фурор на Великобританию. Во-первых, в парламенте британском поднялся страшный шум, что надо прекращать эту войну. Маргарет Тэтчер тогда была премьер-министром. Вот, и тогда действительно при ведении дипломатического диалога
между Аргентиной и Британией, этот конфликт удалось свернуть, признав владение Фолклендских островов за Великобританией. То есть Аргентина пошла в этом плане, как говорится, все-таки на уступки. Вот вам яркий пример того, как нужно договариваться. Так вот, я об эффекте. Если Ирану, например, я говорю, удастся в Средиземном море подобная акция, у американцев, они же не любят проигрывать. Мало того, что они не любят, американцы, проигрывать, они еще трусы по своей, так сказать, натуре. Я уже не беру, так сказать, примеры из Второй мировой войны, когда полуразбитая группировка войск в Арденнах пленила целую армию немецкую, так сказать, вернее, немецкая армия, простите, полуразбитая, которая была в Арденнах, пленила армию США, до зубов вооруженную. Это пример 1944 года. Это вот самый, так сказать, яркий пример того, как американцы умеют воевать. И для того, чтобы, так сказать, отвлечь немецкие силы, да, был предпринят удар в Белоруссии с советскими войсками. Операция «Багратион» была развернута с выходом на западные границы Польши, в генерал-губернаторство, как в то время называл Гитлер этот регион Польши. Так вот, тактика, так сказать, сегодняшняя американцев – это вот по минимуму отвлечь внимание мировой общественности, общественности Соединенных Штатов от этих их внутрипартийных дрязг. Вот это главная задача сегодняшней администрации американской. Она не имеет ничего общего с тем миротворческим характером, который провозглашается в США и лично президентом Трампом. Ничего общего нет, абсолютно. То есть Соединенные Штаты боялись и боятся потери монополии на власть в мире, мирового жандарма, однополярности. Вот они боятся это потерять. И возродить пытаются это. Ну, конечно, их попытки в этом плане на сегодняшний день тщетны. Юрий Анатольевич, важный момент, на котором я хочу в сегодняшнем разговоре поставить точку, это положение дел украинцев, которое, кажется, уже никого не волнует. Эта неделя нам показала всю форменную, уродливую гримасу цинизма по отношению к людям. Кошачьи туалеты покупайте, ройте ямы. Я думаю, что, опять-таки, мы все смотрим в будущее и надеемся, что дальше будет легче. Вот это все пройдет, как пелена спадет, что, все равно это природа человека. Он думает, что будет уже как было, но мы понимаем, что как было уже не будет. Но вот эти истории с выгребными ямами в одном из самых крупнейших вообще европейских спальных районов, Троещина, мне кажется, надолго запомнит. Что вы думаете по этому поводу? И если мы энергетику и блэкауты рассматривали в начале беседы с позиции военной, а теперь с позиции гражданской, давайте на нее взглянем. Вы знаете, действительно говорить о скором, так сказать, возрождении, я не беру слово даже Украина, а этой территории, которая на сегодняшний день называется Украиной, это путь десятилетий. Все, что на сегодняшний день угроблено, причем я вот глубоко убежден, что Украина как закапывала сама себя, так и продолжает закапывать. Вот здесь еще до 22 года такое творилось, что это просто даже уже вспоминать тошно. Вот. Украинцы настолько себя вели недостойно по отношению даже к самому себе. Вот то, что сегодня творится вот с этими испражнениями, этим дерьмом, это какие там выгребные ямы, Александр? Их еще нет. Там просто, вот я буквально сегодня свежие кадры видел. Мужик несет 2 ведра этого дерьма и выливает прямо во дворе в снег. Вот вам все выгребные ямы. Там даже до этого еще не дошло. А когда снег начнет таять, когда эта вода поплывет вместе с этим дерьмом,
по всему Киеву. Вот мы тогда действительно почувствуем этот душок этой войны, да, и в том числе душок этого тыла, который был обеспечен украинской властью, надежного тыла. Украину будут восстанавливать, не знаю кто, не знаю какими силами, десятилетиями. Эта территория на сегодняшний день превращается в безжизненное поле. Вот тот самый город США, да, который раньше гремел своей автомобильной промышленностью и был, так сказать, на пике популярности в мире, я даже не хочу называть его, чтобы не обидеть американцев, а на сегодняшний день превращен в отстойник и, скажем, скопище бомжей, преступного мира и наркоманов. Вот то же самое приблизительно Киев вот к этому скатывается. Да, конечно, еще далеко до этого, но как бы он к этому скатывается. Отсутствие энергетики, говорят, остановилось сегодня в Киеве метро. Ну, не знаю, когда оно будет запущено, может, уже запущено. Запущено в действии, я имею в виду, а не запущено по состоянию. Хотя оно и по состоянию запущено. Вы посмотрите на эти киевские электропоезда, которым по 60 лет. За 30 лет не произвели ни одного электропоезда для метро. Да, там делали покупки какие-то за рубежом, в Польше, по-моему. Вот. И то 1-2 состава приобрели. Все остальные составы советского производства. Уже, говорится, они на ладан дышат. Вот. И вообще в целом состояние железных дорог, электротранспорта на Украине плачевное. И не только это. А вот что касается вот этих систем жизнеобеспечения, канализации, водопровода, это все нужно будет заново делать. Мало того, что оно тоже советское все, оно ведь ни разу... Кто будет делать? Кто? Ну, кто? Ну, вот сегодня... Кто победит в этой войне? Вот тот и будет делать. Так сегодня отдал Богу душу, сообщили, 66 лет было коммунальщику. Да. 66 лет. Да. А он гайки крутит там на энергопредприятии. И массовые увольнения еще среди слесарей вот этих всех коммунальщиков. Потому что за 15 тысяч гривен никто не хочет работать в таких условиях, причем круглосуточно. Вот. И это понятно. И кто будет восстанавливать, я имею, кто победит в этой войне, тот и будет восстанавливать. Чья территория и люди, главное, если там еще останутся люди. Вот эти люди и будут восстанавливать. Все. Но это, еще раз говорю, будет не сегодня, не завтра, а может быть еще даже и на наш век с вами не хватит того, чтобы восстановить то, что Украина методично десятилетиями разваливала. Сама разваливала, выбирая себе такую вот прекрасную власть. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Юрий Анатольевич, спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Будьте мудрыми. Я обращаюсь к нашим зрителям. Да, друзья, всем добра и света. Как бы это ни звучало, но берегите себя и света во всех смыслах слова. Увидимся. До скорого.